Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Натан. Друзья, я потихоньку продолжаю заготавливать деревянные клепки из вот таких дубовых бревен. В процессе данной работы я столкнулся с тем, что отделение заболони это довольно трудоемкий процесс. То есть если бревен там несколько, то используя вот такое вот приспособление, сделанное из автомобильной рессоры, отделение заболони в принципе идет довольно быстро. Я ставлю приспособление на кромку, на ту линию разграничения заболони деловой древесины. И с помощью вот такой небольшой кувалды наношу удары. И таким образом идет отделение заболони вместе с корой. Но учитывая большой объем, который мне нужно переработать, использование данного приспособления это довольно трудоемкий и длительный процесс. В процессе работы я начал использовать несколько другой подход к отделению заболони. Для этого я использую электропилу, а сам принцип и механизм работы я продемонстрирую вам в сегодняшнем видео. Первым делом при заготовке клепки от дубового бревна нам нужно отпилить полено необходимой длины. Зная длину будущей клепки под бочку определенного объема, в данном случае я буду заготавливать клепку под бочки объемом 50 литров. И зная, что длина клепки составляет 54 сантиметра, я отмеряю 65 сантиметров на этом бревне и буду пилить вот такое вот полежку. То есть запас у меня будет где-то в районе 5-5,5 сантиметров на сторону. С учетом растрескивания я считаю, что такого запаса вполне достаточно. Остаток будет у меня 48 сантиметров. Это пойдет на бочки объемом 10-15 литров. Там длина клепки составляет 35 сантиметров. То есть запаса с обеих сторон будет вполне достаточно. Друзья, распилив бревно на две части, я одну часть уберу, чтобы она нам не мешала, а с другой продолжим работу. При распиле полученного полена можно использовать два способа. Первый способ это распил бревна на 4 четверти, а потом с каждой четверти мы спиливаем оставшуюся заболонь. Или же другой способ, то есть мы сразу с бревна с 4 сторон спиливаем заболонь, вот так, получая тем самым брус, а потом уже полученный брус мы разделяем на 4 части. Переворачиваем бревно и аналогично спиливаем заболонь с двух противоположных сторон. В результате выполнения данных манипуляций я получил квадратный брус, который в дальнейшем я распилю еще на 4 части. И с такими вот небольшими четвертушками уже будет в принципе довольно легко работать на циркулярной пиле. Конечно, если бы была ленточная пила, процесс бы был намного легче, намного технологичнее. Но для таких целей нужно, как я уже говорил ранее, мощная ленточная пила. Да и вообще скажу я вам, что заготавливать клепку на деревянные бочки в одно лицо довольно тяжело.
И неважно, используем ли мы кулон и кувалду для раскалывания бревен, или же цепную электро- или бензопилу, это все равно нагрузка на руки, и работать одному довольно трудно. Вот две такие половинки у нас получилось. Теперь осталось их еще распилить пополам. И можно приступать к дальнейшей распиловке на циркулярной пиле. Теперь нам остается только убрать вот этот кусочек коры, который мы можем убрать даже с помощью топора. Вот. И теперь можно сказать, что данная заготовка полностью готова к распиловке на циркулярной пиле. Оставшуюся часть бревна я для начала разделю на четверти, а уже потом с каждой четвертинки буду удалять заболонь. В конечном итоге
мы получили аналогичную четвертинку без заболони. То есть тут осталось снять топором вот эту кору. В принципе, можно использовать оба способа. Мне больше нравится способ, при котором я сразу разделяю на четвертушки, а далее обрезаю заболонь. Учитывая то, что ширина заболони вдвое меньше, пилить легче, но количество операций, естественно, удваивается. В конечном результате я получаю вот такие четверти, которые буду дальше распиливать на циркулярной пиле. Как распилить данную четвертушку и получить клепку с правильным радиальным распилом, видео уже было на канале, ссылка будет в описании, кому интересно, заходите и посмотрите. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!